Садимся и чуть не улетел. Начинаем. Привет, друзья! Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». Для вас по-прежнему Татьяна Алексей из провинции Аликанте, побережье Коста-Бланка, Испания. Еще раз повторюсь. Тема сегодняшнего нашего ролика будет посвящена финансовым вопросам. Вопросам, которые вы нам тоже периодически задаете. Что с дистанционной работой в Испании, если работа находится дистанционная в России? Какие налоги надо платить, что вообще с налоговыми вопросами. И действительно ли не работают карточки российских банков, действительно ли мы не имеем доступа к российским банкам, сейчас здесь, проживая в Испании. Вот на такие вопросики сегодня мы вам ответим. А сейчас самое время поставить лайк и посмотреть салютик, который сейчас добавился. Да, очень интересные теперь лайки. Посмотрите, проведите эксперимент, вы нажмете, увидите салют. Итак, начнем с первого вопроса. Ну, давай начнем с самого такого быстрого, легкого вопроса. Действительно ли мы сейчас не можем пользоваться карточками и иметь доступ к российским банкам? Вот у нас, например, Альфа-банк, Сбербанк. Ну да, действительно, конечно, так как заблокировали банки, те, которые попали под санкции, и, соответственно, и Сбербанк, и Альфа-банк, мы не можем пользоваться сейчас банками. Конечно, проблем прибавилось, стало достаточно сложно, но мы успели в последний момент перевести личные средства все в Испанию, и, соответственно, в принципе, на сегодняшний момент нас почти не коснулось. А снять деньги мы сейчас можем или нет? Сейчас деньги снять мы, естественно, не можем, расплатиться в магазине мы тоже не можем, то есть наши карточки превратились в тыку. А себе на испанский счет с российского счета перевести деньги мы можем или нет? Или родители, вот мы слышали. Да, я хочу рассказать, что на испанский счет сейчас по российскому законодательству можно перевести средства либо своим детям, либо дети могут своим родителям. И еще сейчас добавились, буквально вот неделю назад я узнал, что если вы открыли счет в Испании, ну давно подали вы сведения в налоговую, в российскую, заявили, что вы открыли счет, то вы со своего счета российского, допустим, с Альфа-банка, можете перевести сумму на свой испанский счет. То есть это не возбраняется, то есть это можно сделать. Ну давай дальше. Дистанционная работа. Многие наши соотечественники, не только наши соотечественники, работали всегда дистанционно. И у нас был такой же опыт тоже. Есть ООО, есть ИП в Санкт-Петербурге. Что теперь с этим делать? Как работать? Возможно работать, невозможно? Расскажи немножко, может быть, вам, друзья, будет это полезно. Ну, из полезного могу сказать, что мы потом коснемся еще испанского законодательства чуть дальше. Обязательно. Расскажешь про налоги, там, про все. Дистанционка, естественно, в какой-то степени осталась, потому что многие, я знаю, что те, кто проживают в Испании, они открывают ИП, открывают ООО там, и так далее. Ну, ИП у себя, вот где жили раньше, в своей стране. Ну, допустим, если, приведу такой пример, если вы, допустим, сдаете недвижимость какую-то свою коммерческую или жилую, и, соответственно, оформили ИП, то это возможно. То есть те, кто работают на ИП, на УСН, те, естественно, продолжают работать, и, в принципе, ничего для них не изменилось. Те, кто работает на патентное налогообложение, то, конечно, тут сложности остаются, потому что вы, находясь в другой стране, вы не сможете заниматься и получить патент. ООО, в принципе, работает как работало, то есть бизнес продолжать возможно. Единственная сложность вот, по налогам, которым мы сейчас коснемся, и сложность по переводу средств в Испанию. Вот эти две трудности. То есть, если ты, проще говоря, если ты зарабатываешь, числюсь я дистанционно, допустим, у меня приходит заработная плата на российский счет в Альфа-банке, да, то есть перевести сюда практически ну, сложно. Ты можешь перевести практически равно нулю. Своим детям, то есть таким образом. То есть, либо как-то мама может, папа может, наоборот, мне, да, перевести, либо ребенок взрослый может перевести, либо мама, папа. Так ты имеешь в виду? Самое интересное еще я хотел рассказать, допустим, если вы переехали за границу и до этого у вас был ИП, многие сейчас переезжают, и тоже есть, появляются вопросы, как быть с тем ИП, буду платить больше налогов или не буду. И многие немножко путают НДФЛ и УСН. Наверное, многих будет интересовать, если у нас там ИП или ООО, у нас дистанционная работа, где платить налоги, как платить налоги, что с налогами. Особенно сейчас, когда все вот перешло в такую сложную форму, что нам делать с налогами? Расскажи.
По порядочку так. В принципе, по порядку мы вернемся к ИП, да, потому что многие... Ну давай вот от ИП плясать. Вот Да, у тебя ИП, расскажи на своем примере, ИП платит, как... ИП на УСН платит 6% налогов. И я специально вот сделал выписку из налогового кодекса. Даже можешь немножечко Я сейчас зачесть. прям зачитаю, чтобы не быть голословным. Значит, согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговыми резидентами признаются физлица, находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих месяцев подряд. Период нахождения физлица не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного лечения, обучения и так далее, менее 6 месяцев. Это первое. То есть, если вы проживаете меньше 183 дней в году, то вы должны платить налоги в России. Если вы находитесь больше 183 дней в году в другой стране, соответственно, вы в России налоги, я имею в виду НДФЛ, не платите. Дальше, согласно статье 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ИПшника осуществляется в соответствии с положением федерального закона там, 129 и так далее, государственной регистрации. Но самое интересное, что при условии соблюдения главы 7.1 государственной регистрации индивидуальных предпринимателей вышеназванного закона, любой может зарегистрироваться, любое физическое лицо, независимо от налогового статуса. То есть вы, когда переехали в другую страну и проживаете больше 183 дней за границей Испании, как мы живем в Испании, то мы имеем право заниматься, открывать ИП и заниматься индивидуальным предпринимательством на УСН в своей стране. Дистанционно. То есть, да. И в соответствии с пунктом 1 статьи 346.12 Кодекса налогоплательщиков признаются организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и применяющие ее в порядке, установленной главой 26.2. К чему все это я говорю? Многие знают, что переехав в другую страну, здесь, чтобы избежать двойного налогообложения, если вы числитесь на работе в каком-то ООО, в каком-то предприятии, то, соответственно, как вы теряете резидентство в стране, то вы налоги платите сразу вместо 13%, НДФЛ имею в виду, вместо 13% сразу платите 30%. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, я сейчас зачитываю еще одну статью, пункт 3, 346 Кодекса, определен перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Данный перечень является исчерпывающим, и в этом перечне отсутствуют индивидуальные предприниматели. То есть вы, переехав в другую страну и поменяв налоговое резидентство, вы в своей стране остаетесь на ИП платить УСН 6%. То есть на вас это не касается. То есть сейчас я подведу в итоге. То есть, коротко так подвести итог, для ИПшника ничего не меняется. То есть ИП на УСН, он не обязан платить НДФЛ, так как ИП обязан платить УСН. То есть все просто. И к резидентству никакого отношения это не имеет. И хочу маленькую помарочку. Нерезиденты не должны платить налог НДФЛ с доходов от иностранных источников. Если вы доход получаете уже в стране, допустим, здесь в Испании, больше 183 дней проживаем здесь в Испании, мы уже налоговые резиденты. Соответственно, если мы прибыль получаем здесь от иностранных, то мы в России, вот, согласно этой статье, налоги не платим, а платим уже здесь. Вот, и поэтому вы должны... Но если мы здесь прибыли никакой не получаем, трудовой деятельности не ведем, дистанционно работаем ИП в Российской Федерации, соответственно, 6%, мы платим... УСН, не НДФЛ. Все. Если кому было непонятно так же, как мне, немножко я вот... Что еще интересного есть по поводу налогов и дистанционной работы? Может, еще что-то там добавить? Тонкостей много. Если вы открываете ИП, то желательно, или, допустим, вы хотите, наоборот, закрыть ИП, то все закрывать лучше в конце года, а переезжать и открывать ИП лучше в начале года, тогда, когда вы получили уже резидентство. Резюмируя вышесказанное, хочу сказать, что когда перестаешь быть налоговым резидентом в Российской Федерации и находишься, соответственно, больше 183 дней за границей, то налоговая ставка для УСН ИПшника не меняется. То есть вы как платили 6%, самое важное, так вы и остаетесь и платите.
И для тех, кто думает различные моменты при переезде, еще посоветовать еще два таких момента. Значит, первое, если вы доходы остались получать в России, соответственно, вам оставить нужно ИП в России и получать, ну, допустим, вы сдаете жилье или там выполняете какие-то работы по программированию, то, соответственно, ИП вы так у вас и остается в России, вы платите 6%. И на этом все. Если вы переехали, допустим, в Испанию и в Испании тем же самым начали заниматься здесь, на испанской территории, и клиенты у вас находятся там из Испании или из третьей страны, соответственно, вам нужно ИП открывать здесь. Но об этом мы уже как-нибудь запишем отдельный В ролик. следующий раз. Когда будет у нас такой опыт, на своем опыте мы обязательно запишем это. Если кто-то хочет поделиться своим опытом, пишите нам на электронную почту. Может быть, мы запишем ваш опыт и расскажем людям об этом. А на сегодня у нас была именно вот эта тема. Надеюсь, Алексей вам ее раскрыл. Если у вас остались вопросы, Пишите под видео, если у кого-то есть опыт, также делитесь, будет всем полезно, кто будет читать комментарии. И еще раз повторюсь, не забывайте нажать лайк и посмотреть салютик. это самая лучшая оценка нашей работы. На сегодня это все, наверное. Да, друзья, до новых встреч, оставайтесь с нами. Увидимся вновь на нашем канале в новых наших роликах. С вами Татьяна Алексей, провинция Аликанте. Всем пока-пока. Мы в Пока-пока. Испании. Чао.